Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Рыболовные снасти и рыболовные мережи. Сегодня мы с вами разберем небольшой урок. Делать-то мы ее не будем, но я вам подскажу, как изготовить и посадить рыболовную сеть для вылова форели в ручьях и в мелководных реках. То есть, как сделать и посадить такую рыболовную сеть для использования на мелководьях. Непосредственно для того, чтобы выловить форель, скажем, ручевую форель, используется сетеполотно лесковое. Это первый момент. Лесковое сетеполотно. Лесковое сетеполотно, и рассмотрим сегодня вопрос, если делаем непосредственно жаберную сеть для форели, форель водится разных размеров, в разных реках и в разных районах. То есть подбор ячеи тут зависит уже от размера рыбы. Для того, чтобы выловить эту породу рыбы, вам необходимо полотно, скажем, 1,20 м высотой, невысокое полотно, лесковое полотно. Как правило, небольшие реки и ручейки, там длина их составляет небольшой от берега до берега промежуток. Значит, там в зависимости уже берете. Сеть на реках можно ставить как, если не очень большое течение, от берега до берега. Если более среднее течение, то сети ставятся от берега до берега наискосок. То есть не параллельно, а под небольшим углом. Выводится сеть от берега до берега. Чтобы изготовить сеть, непосредственно там можно ставить по низам, или кольца, или шнуры, или грузы, и также подбор поплавков. Можно даже, если она немного будет на поверхности, если поплавки находиться. Для того, чтобы ее выловить, вам необходимо сетеполотно 1,20 м разрезать в двух местах. Это сетеполотно, скажем, на расстоянии 40 сантиметров. Вы просто берете его, режете ряд. И потом вы его просто уже сшиваете. Как были показаны ранее уроки на канале, как срастить два полотна по горизонтали. И вы просто сращиваете. То есть, разрезав полотно, вы его обратно приводите в тот же порядок, сращиваете. 2 раза в 2 местах. Что это дает? Это дает то, что когда вы обрежете и начнете обратно сращивать, у вас будут здесь такие усики, на закрепление усики. И когда эта сеть стоит в воде, идет колебание этих усиков, и для форели это момент как мушка в воде. То есть даже не надо с этой сеткой бегать, искать эту форель. Форель сама подойдет к вам в эту сеть. Непосредственно вот эти усики, они будут колыхаться на течении и привлекать тем самым рыбу. На такой сети применяется сад 1 к 3. Вы ее садите 1 к 3. Данные посадки 1 к 3 на данном канале есть видеоролик, как применить сад 1 к 3, какое берется значение и как это правильно посадить. И данную сеть вы садите 1 к 3. Второй вариант, который мы разберем с вами также для форели, но здесь необходимо знать вашу местность. Вашу местность необходимо знать, когда форель уже спускается. Потому что есть моменты, форель мигрирует по реке, она поднимается по реке в какой-то период времени, потом она опускается по реке. И вот во время, когда форель начинает опускаться по реке в низовье, тут необходимо применить немножко другую сеть. Также она делается из лески. Она делается с 2 полотен. И берется 2 полотна. Скажем так, делается сеть, двухстенная сеть. То, которое первое высокое полотно, оно повыше, первое полотно берется ячеи, которые необходимо для вылова.
там точно так же разрезается ряд. Ряд разрезается, но если полотно берем мы 1,80 м по высоте, 1,80 м по высоте разрезаем посередине. Посередине. Точно так же делаем мы обвяз, провязываем, ну, скажем, той ниткой, которая соответствует там толщине лески. Делаем также обвяз. А второе полотно непосредственно уже берется, скажем, метр или 1,20 м, или 1,20 м. И берется по ячейности в 2 раза больше. Скажем, если вы берете на форель ячею 30 ячею основную, то первое полотно, которое будет стоять, оно должно соответствовать ячее 60. То есть стоять должна ячея 60. Значит, одно полотно метр или 1,20 м, которое на 60, а которое 30, 1,80 м. Точно так же вы подбираете в зависимости от течения, какое у вас непосредственно течение, подбираете груза или поплавки, подбираете на эту сеть, и также ее уже выставляете. Сад применяемый здесь непосредственно на двухстенной сети для этого породы рыбы форели идет 1 к 2. То есть уже непосредственно садится эта сеть 1 к 2. То есть тот же момент, который и в той сети, в качестве провяза, то, что вы провяжете здесь, будут усики, они также будут играть на течении хорошо, и форель будет хорошо бежать в эту сеть, хорошо будет попадать. Если даже какие-то места у вас будут поглубже, скажем, поглубже, и форель сможет там ее обойти, скажем, если глубина 2,5 метра, ну, значит, форель поднырнет под эти усики и зайдет, попадется все равно вам в сеть, в данный вид сетей. Сад применяется точно так же, который непосредственно есть в уроках, да. Ничего там заумного нету, все те же самые моменты. Все те же самые по садовому расстоянию. Такие же моменты идут непосредственно и по набору количества ячей. Просто что вот есть подразновидность под эту рыбу, подразновидность сетей, как они делаются, да, и какой применяется материал. В качестве для форели это применяется леска, лесковые полотна. В озерную форель ловят немножко по-другому. Это именно способ изготовления для лова форели в ручьях и в мелких реках, мелководных реках. Все, спасибо за внимание, всем удачи, хорошего дня и отличного настроения.